Знаете, иногда смотришь на новый китайский кроссовер и думаешь, ну что еще можно придумать? А потом появляется Havail H10, и понимаешь, фантазия у инженеров из Китая явно работает без выходных. Только взгляните на него. Огромный, угловатый гибрид, который выглядит так, будто одновременно хочет отвезти детей в школу, покорить горный перевал и припарковаться возле пятизвездочного отеля так, чтобы все обернулись. История у него, кстати, довольно необычная. Еще в апреле нам показали первые изображения, но даже имени у машины тогда не было. Производитель устроил настоящее народное голосование – HX или H10. Более 700 тысяч человек решили судьбу новинки, и победило название H10. Неплохой способ сразу привлечь внимание, согласитесь. Теперь этот автомобиль станет новым флагманом бренда Havail. Он построен на современной платформе GWM-1, обещает быть технологичнее, крупнее и заметно дороже хорошо знакомого Havail H9. Но вот что интересно. Рамы здесь нет. Перед нами кроссовер с несущим кузовом, хотя сам производитель продолжает называть его полноценным внедорожником. Маркетинг. Вполне возможно. Но будем честны, сегодня многие уже привыкли считать большие полноприводные кроссоверы внедорожниками, особенно если они выглядят так, будто готовы покорять пустыню сразу после выезда из автосалона. А чтобы угодить как можно большему числу покупателей, китайцы подготовили сразу две версии салона на 5 и 6 мест, причем они даже отличаются по размерам. Получается, Havail H10 – это попытка создать автомобиль, который будет одинаково уместен и возле бизнес-центра, и где-нибудь на лесной дороге. Такой компромисс между умным городским кроссовером и настоящим покорителем бездорожья. Но удалось ли компании действительно найти этот баланс? Давайте разбираться. С первого взгляда H10 старается показать характер. Спереди необычные квадратные фары, объединенные массивной глухой вставкой. Выглядит немного футуристично, немного брутально и точно не похоже на большинство современных кроссоверов. Добавьте сюда мощные бамперы, вертикальные задние фонари и распашную багажную дверь с запаской снаружи. То получается именно тот образ настоящего внедорожника, на который и делают ставку создатели модели. При этом H10 старается выглядеть не только суровым, но и дорогим. Китайцы даже отказались от привычного пластикового обвеса на колесных арках, чтобы подчеркнуть премиальный статус модели. А для любителей выделяться предусмотрели двухцветную окраску кузова. Для удобства посадки можно выбрать обычные стационарные подножки или выдвижные. И, конечно, без технологий никуда. Над лобовым стеклом разместился лидар, а значит H10 получит продвинутый автопилот. Как мы уже рассказывали ранее, покупателям предложат две версии. Пятиместный H10 имеет длину 5138 мм, ширину 2050, высоту 1970 и колесную базу ровно 3 метра. А если вам нужно больше пространства, будет шестиместная модификация длиной уже 5299 мм. Ее легко узнать по измененной задней стойке и дополнительному боковому стеклу. Модели положены 20-дюймовые колеса. Пока нет официальной информации о клиренсе и пневмоподвеске, но, честно говоря, будет очень странно, если флагман Havail останется без таких опций. Более того, некоторые китайские издания вообще утверждают, что H10 получит так называемый крабовый режим, позволяющий двигаться по диагонали. Havail H10 внутри встречает тебя так, как сегодня принято в китайском премиуме, с размахом, но без лишней скромности. Перед тобой огромный 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 2,5К. И да, это не просто экранчик для навигации, это центр управления всем автомобилем. Рядом виртуальная приборная панель, трехспицевый мультируль и еще один акцент – 29-дюймовый проекционный дисплей. Центральный тоннель – это отдельная история. Здесь есть и физические кнопки, и ниши для беспроводной зарядки смартфона, и пара подстаканников. А дальше встроенный в подлокотник холодильник, который у китайских производителей уже фактически становится привычным элементом оснащения, как и многие другие решения в современном интерьере.
Havail явно делает ставку на задних пассажиров не меньше, чем на водителя. Пассажиры второго ряда шестиместной версии располагают креслами с электрической регулировкой угла наклона спинки и выдвижными подставками для ног. Решение, уже ставшее привычным для китайских автомобилей премиального сегмента. А такие вещи, как подогрев, вентиляция и массаж сидений, здесь воспринимаются как базовый уровень оснащения, вполне ожидаемый набор для флагманской модели такого класса. Проход между сидениями составляет 192 мм, а второй ряд сидений можно сдвигать в продольном направлении вперед и назад на 180 мм. Плюс потолочный экран для задних пассажиров, 2 люка и аудиосистема с 21 динамиком и поддержкой Dolby Atmos. Ну и багажник. В шестиместной версии 316 литров, но складываете третий ряд и получаете 1056. В пятиместной уже 815 литров, а максимум вообще до 1885. Это уже формат. Вези что хочешь и куда хочешь. Новый H10 получил гибридную систему Hi 4 собственной разработки. В базе 1,5-литровый турбомотор. На первый взгляд скромно, но не спешите. Он выдает 167 сил и 243 ньютон-метра и работает не один, он часть гибридной связки, где решает не только ДВС, а вся архитектура целиком. Но самое любопытное – это то, что в китайских документах Министерства промышленности Китая уже мелькал и другой вариант – 2-литровый турбомотор на 238 сил. Пока его нет в серийной версии H10, но сам факт, что он засветился, намекает – это еще не финальная точка. Пока по самому H10 официальной информации по электромоторам почти нет. Но если посмотреть на родственную модель Wei V9X, которая построена на той же логике платформы Super Hi 4, там работает последовательно параллельный гибрид с 2 электромоторами и 2-литровым ДВС. И, внимание, суммарная отдача от 680 до 748 сил. А разгон до 100 км в час составляет от 4,4 до 4,9 секунды. И вот тут возникает вопрос, а не готовят ли нам что-то похожее и для H10? Потому что платформа явно способна на такие цифры. Теперь про батарею. По китайским данным, Havail H10 получит аккумулятор на 42,8 кВт-часа. А полноценный запас хода в электрическом режиме около 170-180 км. И важный момент – полный привод заявлен для всей линейки H10. На внутреннем рынке Поднебесной до конца 2026 года должны стартовать официальные продажи нового Havail Great Wall H10 от Havail. И самое интересное – цена. Ее пока никто не называет. Полный вакуум. Производитель делает вид, что он еще думает, но все прекрасно понимают, что это уже часть маркетинга – удержать интерес до самого старта. А вот китайские СМИ уже не выдержали и начали играть в прогнозы. И по их версии стартовая цена может оказаться в районе до $44 тысяч. И если это подтвердится, то перед нами будет довольно серьезный игрок в классе крупных кроссоверов. И вот теперь, что мы имеем на выходе. Havail H10 – это такой автомобиль, который как будто пришел навстречу в костюме, но с рюкзаком для похода за спиной. Но знаете, что самое интересное? Задумка у инженеров явно получилась. Снаружи он играет в брутальность так уверенно, что ты уже подсознательно ждешь, как он начнет месить грязь, тащить прицеп и параллельно подключаться к автопилоту уровня «сам доехал». Сам припарковался, сам уехал. Внутри вообще другая история. Это уже не машина, а мобильная гостиная с амбициями бизнес-класса. Но вот самый интересный момент, он все время держит тебя в этом состоянии неопределенности. То ли это реально новый флагман без компромиссов, то ли очень грамотно упакованный набор технологий, который должен доказать, что премиум теперь бывает и с другим паспортом. И вот здесь появляется тот самый нерв всей истории. Раньше такие машины мы чаще встречали с легкой иронией и мыслью «ну посмотрим, что из этого выйдет». А сейчас уже не до улыбок, приходится всерьез сравнивать, считать и делать выводы. И если H10 действительно поедет так же уверенно, как выглядит, то у конкурентов впереди явно будет очень насыщенный и непростой вечер.
Вот и все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Это поможет каналу расти, а нам создавать еще больше интересного контента. Желаем вам интересных путешествий, чтобы ваш автомобиль всегда служил надежно, а дороги будут ровными и безопасными. До скорой встречи на канале.